Друзья, всем привет! Сегодня, вы не поверите, у нас очередная серия про гоночный болид. Не знаю еще, что я сегодня буду делать, но хотелось бы немножко изменить концепцию и целый день посвятить, например, изготовлению деталей. Посвятить токарочке. Ничего не собирать, ничего не разбирать, чисто клепать детали. Не знаю, много получится или мало, но, ребята, без этого болид просто не может строиться. Когда я что-то собираю, либо разбираю, я просто трачу время и лишь строю его тогда, когда делаю новые детали. Так что хватит разглагольствовать, друзья, давайте-ка собираться, давайте брать волю в кулак и начинать делать гоночный болид. Будем делать миленькие, точнее маленькие детали из титанчика. Главное, чтобы они получились не хлипенькие. Стенки, как видите, довольно тонкие выбрал, но по факту их можно было бы сделать даже из алюминия, просто стеночки потолще. Но захотелось из титанчика, друзья. Детальки будут вставляться вот сюда. Это будут оси рокеров. Если я сделаю 4 штуки, это будет очень большое продвижение в строительстве болида. Здесь есть канавки под стопорные кольца. Вот такого плана уже закуплено. Резьбы, чтобы закручивать, и поверхность для подшипников. Подшипники тоже закуплены. Уже довольно-таки давно. Смотрите. ABEC 9. Это, как я понимаю, аналог второго класса точности. То есть они реально безлюфтовые, они реально плавно, мягко крутятся. И они хоть и китайские, но имеют довольно-таки гладенькую, очень качественно обработанную поверхность везде. Я даже не поскупился и на свой балансировочный станок прикупил такие же. Той же фирмы, той же марки. Вот. И сделаю ролики, по которым можно будет катать валы и балансировать. Ах да, мало того, что они точные и классные, они еще и внутри керамические. Здесь керамические шарики. Для того, чтобы был уменьшен вес и увеличенный ресурс подшипника. На каждой оське будет стоять по 2 штучки. Все, ребята, берем палку титановую и приступаем к работе. Когда есть чертежи, работать очень приятно. А еще вдвойне приятно, что эти детали можно делать за много установок, поэтому не нужно будет изгаляться, можно будет туда-сюда вставлять, вынимать. Вот, и делать, так сказать, более автоматизированным этот процесс. Чувствую, токарочка у нас сегодня будет чистый кайф, друзья. Под это дело даже убрал станочек. Делаю я это не часто, но вот сегодня решил вас порадовать. Обратите внимание, что в принципе вот эта вот покраска автомобильными красками держится довольно-таки долго, качественно. Есть кое-где проплешины, там, где все время станок работает. Ну, то есть видно от стружки есть некоторые вещи, некоторые нюансы, моменты. Ну, а так, в целом, даже если учесть, что сверху у меня постоянно что-то лежит, и это металлическое, я никаких подкладок не подкладываю. Есть, опять же, некие нюансы, некие микромоменты. Но в целом покрытие держится и держится очень хорошо. Естественно, нужно было делать хорошую качественную подготовку, чтобы ничего не отслаивалось. Ну а для тех, кто хочет сделать так же, покрасить автомобильными красками, здесь нанесен ваговский зеленый цвет, металлик, и нанесено пару слоев лака. А вот так это выглядит спустя 3 или 4 года или 5, я уже не знаю. Сбился со счету. Что ж, пора заряжать колбасу и работать. О, что-то она длинновата. Видите, как плохо, когда в шпинделе маленькое отверстие. Даже такая, казалось бы, небольшая болваночка туда не проходит. Хотя вроде бы на 35, там на 36. Но вот 35 не проходит. Чего оно так прям нехорошо как-то? Какое-то лютое биение. Кривой пруток, что ли? А ну-ка так. Что делать? Ладно, предварительно все равно можно просверлить. Если что, далее будем растачивать. Все хочу замерить, насколько за эти годы просел станок. То есть какая здесь выработка по факту всех его сочленений. Как всегда перед сверлением обязательно центруюсь. Центровочка эта уже живет несколько лет, ни разу не ломалась. Но все равно, хоть я их и много покупал, и должны, в принципе, все быть на месте, но куда-то они все рассосались.
После прошлой работы по титану этим сверлом, а сверло на секундочку из стали R18, это вам не шуточки, другим очень сложно обрабатывать титан, да, ну и этим непросто. Потому что после прошлой работы я получил вот что. Смотрите, докуда дошло повреждение ленточки. Видите? Где-то 1,5 сантиметра. Ну а здесь вообще мрак. Мне пришлось отрезать кусок сверла около 2,5 сантиметров. Укоротить сильнее когда-то довольно-таки длинное сверло и переточить в такую вот красоту. Ну и теперь, в общем-то, можно работать. Применяю сож с бутылки, ну потому что не напасешься этих сверел иначе. Это просто лютый расходный материал. Ой, как хорошо режет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сверлить, наверное, полдня придется. Далее проходим снаружи, устраняем кривизну. И надо будет отрезать болваночки. Стружечка интересно идет. Хорошо, что не наматывается. Делаю посадку под подшипник. Для этого нужно снять довольно-таки много металла. Но резечек работает хорошо, так что так тому и быть. Использоваться будет 2 подшипничка для вращения рокеров. Надеюсь, такой мощности хватит. Они не разобьются, будут долго работать. Необходимо сделать канавочку под стопорное кольцо и отрезать. И одна операция будет готова. Подшипники из нержавеющей стали, плюс керамические. И стопорная шайба тоже из нержавеющей стали. Вот так. О! Все круто, друзья. Как будет дальнейшая система устроена, еще не определился. Может быть, вот сюда втулку сделаю. Скорее всего, втулка, либо распорная часть какая-то будет стоять на рокере. Сделана, может быть, заодно будет вместе с ним. Правда, это усложняет растачивание, но когда нас это останавливало, какие-либо сложности? Почувствовал, что уже все. Одна заготовка есть. Что-то как-то что-то я все больше и больше точу и смотрю на эти подшипнички. Они, конечно, клевые, классные, но что-то мне подсказывает, что они будут слабым звеном, ребята. Они вроде по диаметру так приличные, все. Но там маленькие шарики, шариков мало. Как это все будет работать? Здесь как бы, ну так-то, можно сказать, 200-300 килограмм будет воздействие. Ну, допустим, каждый разбить напополам. Пускай будет по 100-150 килограмм. Будет ли оно выдерживать, интересно, или нет? Может быть, пока не поздно рассмотреть другие варианты. Поставить что-то помощнее сюда. Просто когда я сделаю рокера, уже будет поздно. Ну, либо надо рокера будет переделывать. А так можно подобрать более тяжелые серии подшипнички и поставить их сюда. А эти пригодятся, это классная вещь. Эти детальки довольно-таки сложные и еще до финиша далеко. Нужно сделать внутри резьбу, нужно снаружи резьбу. Все это надо максимально высокоточно сделать. Ну и облегчить. Теперь буду конвейерно все делать. Один раз выставлять резец. Потом буду менять деталь, протачивать, менять деталь, протачивать. Делать за одну установку у меня теперь цели нет. Потому что здесь уже соосность не играет никакой роли. Вот, если на 5 соток что-то куда-то уплывет, здесь это вообще ни о чем, ничего страшного. Да уж, друзья, косяканул я страшно.
Честно говоря, сам от себя такого не ожидал. Приходится теперь вот такую болванку титана перетирать до такого состояния. Ну давайте немножечко поподробнее расскажу про эту ситуацию. Короче, нахимичил я что-то с чертежами, что-то с 3D моделями нахимичил. В общем, Паше я отдал на фрезеровку деталь, у которой меньше отверстия. Соответственно, и резьба здесь меньше. Ну и вроде бы как, когда я начал делать резьбу, все начало складываться. Даже сделал классную резьбу, без люфта. Ну нет люфта вообще никакого. Вот. Ну а в чем же проблема тогда? Да проблема есть, друзья. Причем фатальная. Ошибка, фатальная проблема. Смотрите, покажу вам повнимательнее. Как по-вашему, проблема это или нет? Видите, какая тонкая стенка. Ладно бы она была вот здесь, на трубе тонкая, где все крутится, вращается. Но она тонкая на резьбовой части. И вот в этом месте самое слабое теперь звено. Так как я буду совершенно и абсолютно намертво сюда вворачивать, возможно даже на резьбовой герметик или на эпоксидку, то мне надо, чтобы эти детали были гарантированно прочные. Не надо, чтобы такие детали неожиданно ломались. Не зря же я их из титана делаю. А сюда я, кстати, уже сделал. Здесь прям совсем мега плотно получилось. Ну, по звуку слышно. Вот это супер, друзья. И здесь толщина стенки, так как отверстия большие, но довольно-таки серьезно. Я даже буду облегчать под углом. Зацените разницу. Ну, а эти, соответственно, тут даже думать не пришлось. Надо делать заново. Одну заготовку я уже точнул, ну а на вторую заготовку материала не хватило. Причем, если не учитывать дырку даже эту, не хватило совсем чуть-чуть. Как же быстро у меня расходятся такие ломы титановые. Ведь недавно покупал 3 метра и уже вот что осталось. Поэтому, ребята, зарядил в станочек, уже даже просверлил отверстие и буду делать из того, что есть. Придется перетирать в стружечку. Вот этот вот великолепный материал. Этот титанчик чуть другой, он более прочный, более такой жесткий. Ну, это и хорошо. Так что по самым простым прикидкам из-за этой оказии около полудня времени будет потеряно. Что ж, поехали обтачивать. Зато красивая токарка на канале. Большие детальки более эпично выглядят в кадре. И это всем нравится. А также нравится наша дорогая драгоценная экономия металла. Так, ну и еще есть одни очень интересные новостя. Подшипники, которые я запланировал, использовать не буду все-таки. Буду использовать подшипники помощнее. Я их уже заказал, не знаю, как бы вам объяснить. То есть они будут такого форм-фактора. То есть на пару миллиметров выше и на пару миллиметров вот здесь глубже. Ну а размер внутренний будет такой же, чтобы они налезли на наши детали. И так мощней, по-всякому мощней. Ну, долго я думал, друзья, и решил все-таки умощнить этот узел. Все же амортизатор довольно-таки мощная вещь. И как бы, ну, мне показалось, что это будет слабенькое, будет часто выходить из строя. Ну и, естественно, минус, что мы не сможем собрать этот узел. Рокера я уже замоделировал, скоро буду делать. Вот, ну, собрать мы не сможем. Судя по звуку, процесс очень жестко идет. Приближаемся к интересному. Что будет? О! Вот это жир! Давно такой красоты не было. Такая роскошная стружечка. А теперь, друзья, с вашего позволения, интересные станочные новости. В общем, перестала у меня лезть чернуха из-под каретки. И я, в общем-то, уже понял, с чем это связано. Вот смотрите. Целый день туда-сюда гоняю ее. Ну и вот так она выглядит. Раньше все было черное-черное от чугуна, стертого друг об друга. Вот, а сейчас чугунчик фактически беленький.
Ну, естественно, дыма без огня не бывает, и плюсы приходят сразу с минусами. Минус в том, что каретка у меня немножко стерлась уже, и ее, по идее, надо бы уже подтягивать, потому что размер она не держит. При включении и выключении подачи она просто немножечко отпрыгивает, когда на сотку, когда на полторы, и в процессе работы может немножко на полсотки прыгнуть вперед или назад. В зависимости от того, куда давит резец. Так что вот такая вот вам пища для размышления. Можно сильнее затянуть пояса, затянуть каретку. Размеры и точность будет выше. Но вот лично у меня идет чернуха. То есть идет лютый износ. Сейчас износ прекратился. Вот некогда я здесь подшабривал уже. И эта шабровка, она как бы продолжается без истирания. Естественно, сбоку какие-то истирания есть, потому что туда попадает стружка, попадает, вымывается сожью там и так далее. Но вот в середине износ полностью прекратился. Надеюсь, вам эта информация будет полезна. Напишите в комментах, так это или нет. И нужно ли делать такие полезные вставки, пока я не забыл. Ну и нарезаем резьбу, благо пауцы это делать довольно-таки просто. Я уже откалибровался, делал пробную резьбу. Теперь у меня есть уверенность, что все хорошо получится. Поехали! Не зря потратил 2 дня работы, оно того стоило. Здесь есть отверстие для накручивания, есть конуса облегчения в тех местах, где металл не работает. Ну и что же у нас получается? 50 грамм, ну и все вместе 246 грамм. Отлично! Притащил с дома новый чертежик, это те самые рокера. Вот обратите внимание, как я их разработал. Они, может быть, даже временные, потому что я сделал много отверстий для того, чтобы можно было регулировать усилия амортизатора. Ну, то есть устанавливать разные амортизаторы, друзья. И какой будет лучше, какой вариант мне больше всего понравится, так мы и будем использовать. Потом их можно будет переделать уже под одно отверстие, допустим. Ну, а пока вот как-то так. Не знаю, сейчас покопаюсь, есть ли у меня такой большой алюминий. И возможно, прямо сейчас начнем работать. Начнем делать рокера. Потому что половина этой важной работы мы уже сделали. Осталось сделать еще половину. И можно сказать, у нас есть куда крепить амортизаторы. Это вообще какое-то чудо чудесное. Работа идет просто мега быстро. И картинка в виде нашего замечательного гоночного пазла потихоньку, помаленьку вырисовывается. И получается довольно-таки красиво. Модернизирую специнструмент. Хочу продолжить облегчение на канале. Таким инструментом можно делать огромные дырки. Так, каленый слой как будто бы закончился. Пошла белая стружка, хотя сначала шла синяя. Начал заново, опять идет синяя красивая стружка. Специально прикупил большую цыковку, чтобы расширять отверстие. Сначала сверлим на 10, а потом делаем на 25. Уже если двумя руками брать, не такая уж и тяжелая железка. Вот они отверстия, все получилось. Все хорошо и очень красиво. Ну что, как думаете, хватит ее облегчать или надо продолжать? Я говорю именно про эту деталь. Что-то уж очень много я внимания ей уделил. Как вы думаете, сколько же она сейчас весит на данный момент? Изначально ее вес составлял 2,3 килограмма. Сейчас, после моих манипуляций, доработок, она весит 1865 грамм. То есть чуть ли не на полкилограмма она стала легче. Это в принципе уже нормально, в принципе уже устраивает. Но я пока не спешу с выводами. Не спешу, что все готово. Может быть, еще где-то что-то можно убрать. Значит, почему я сделал дырки именно здесь? Здесь крепится к другой детали, чтобы не дублировать здесь жесткость. Сделал дырки. Можно, в общем-то, мне кажется, и здесь еще добавить облегчение. Но вот здесь, могу вам одно сказать, трогать не стоит. Вот эти ребра, эти.
потому что здесь будет ответная реакция от наших рокеров, от наших вот этих вот титановых осей. И чтобы все было жестко прочно, надо бы эти ребра оставить в неприкосновенности. Вокруг еще будет карбончик, естественно, но эта часть будет как бы верхняя часть. Здесь карбона не будет. Он будет замещать его в верхней части. Так же само будет сделано и сзади. Ну, так я придумал, друзья. Посмотрим, что из этого получится. Мне кажется, нормальненько все будет. Подобрал болваночку. Таких она исполинских размеров. С нее-то мы и сделаем рокера. Делать планирую преимущественно на токарке и частично фрезеровкой. По-моему, это как раз таки именно та токарка, которую вы все так любите. Чисто по кругу сделать не получится. Нужно создать некий эксцентроситет, чем я и буду сейчас заниматься. Больших оборотиков дать не получится. Станок начинает трясти. Ну вот в таком ключе. Решил делать с другой стороны. Тут уже есть дырка, которая не попадает туда, куда мне надо. Поэтому ее возьмем за базу. Максимальные размеры заготовки у меня подрасчитаны под максимальные размеры вообще возможной заготовки для станка. Обратите внимание, как оно там себя чувствует. Опасное какое-то мероприятие, ну а куда деваться? Есть технология, есть решение. Да уж, конечно, алмазная обработка решает. Смотрите, какое отражение. Видно меня, камеру. Все отражается, как в зеркале. Чертежик отражается. Чертежик тоже отражается. Какая-то роскошь, друзья. Можно даже что-то прочитать в отражении. Класс, не, ну это прикольно. Теперь моя задача, собственно, начинать разделять, делать вот эти пазы и отделять. То есть потом нужно будет резец удлинить, чтобы до конца дорезать. Но зато я смогу сделать все это сразу, все за одну установку с кругляка. Я надеюсь, не угроблю такой замечательный резец этой мега огромной болванкой. Устрашающая она просто. Но резечек нормально идет. Так, уже начал что-то гробить здесь. Блин, а. Офигеть, что сейчас было. Просто офигеть, у меня сердце колотится. Фух. Самое интересное, что резечек выжил. Так как это эксцентрик, я подвел. Видите где? Там, где, собственно, эксцентрика нет. Но мало того, резец еще успел разогнаться. И со всей скорости он врезался. Резечек, слава богу, устоял, пластинка не отвалилась. Но вот здесь продрало жестко. Смотрите, какая стружка. Уф, вообще жесть. Колотая такая, твердая. Да уж, работа с эксцентриками очень опасная. Ну, будем надеяться, что пластина не отвалится. Нету там трещин. Будет работать. Все, пошла подача. Прекрасно идет, все хорошо. Песня, конечно, тут очень долгая. Надо быть внимательным. Оборотики побольше пока не могу дать. Еще сильно колбасит станок. Ну, я думаю, верхний слой сниму, можно будет уже разогнаться. Эксцентриситет уменьшится. То есть видно, да, ребята? Сначала я отметил, где буду отрезать. Потом немножко заглубился, потому что стружка там, где малый зазор. Когда эксцентриком как кулачком бьет по суппорту, ну, то есть какие-то удары, мне они не нравятся. Я решил немножко сделать канавки. Ну, а теперь уже будет более-менее комфортно работать. Буду заглублять, расширять, углублять и делать все от меня зависящее. Блин, чуть беды не наделал. Надо все стоять, контролировать. Иначе будет беда. Ничего, постепенно картинка складывается.
Вот чего удалось добиться, но придется останавливаться, ибо неделя заканчивается, уже 8 вечера, в 9 отключают свет, сегодня пятница, ребята, и мне нужно успеть смонтировать для вас видео. Результаты, в общем-то, неплохие, сделал 4 полноценных детали, разобрался с подшипниками, разобрался со скобками, точнее, со стопорными шайбами. И начал делать еще 4 ключевых детали. Честно говоря, этих деталей я больше всего боялся, потому что работы с ними просто нереально много. То есть реально надо будет 2 недели работать, ребята, чтобы сделать эти 4 детали. Потом еще неизвестно, сколько ждать, пока с Алишки придут подшипники. Но они обязательно придут, либо я прикуплю себе какие-нибудь на пробу, то есть временно. Так что какие-то такие дела. Могу вам сказать одно, сегодня мы довольно-таки сильно продвинулись в конструировании гоночного болида, спорткара. Называйте как хотите. Тачка будет просто пушка, ребята. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, ребята, до новых встреч.